Интересное приключение будет, мне кажется. Я просто люблю сидеть в снегу. Короче, немного потерялись. Может быть, мы еще и увидим дятла. Это же дятел. А сейчас мы увидим город эскимосов. Всем привет, с вами Ира и Ваня. Сегодня мы поедем обследовать экотропы Новосибирска. Съездим на водопад Бучило, посмотрим Бердские скалы, посмотрим, как там тропки, чистят их, аккуратные они, неаккуратные, пройти можно, нельзя. Оставайтесь с нами. Приехали недалеко от деревни Легостаево, ищем тропу, которая позволит нам дойти до водопада Бучило. И что-то, по-моему, наверное, мы не в обломе. Судя по вот указателю, водопад находится в той стороне. Что-то, я не знаю, мы пройдем? Нет? Не знаю. До него сколько идти? Километр. Километр. Слушай, а ну попробуем, наверное, да? Думаю, да, но машину придется тут оставить. Да, машину на дороге придется бросить. Короче, решено, будем пробовать. Все, оделись, рюкзаки взяли и пойдем по непротоптанной дорожке до водопада. Интересное приключение будет, мне кажется. Как ты считаешь? Пока. Авантюрист. Ладно. Это же экологическая тропа. Все по экологичному, экологически чистая, нетронутая. То, что нужно. Тогда посмотри вокруг, какой красивый вид. Вообще классно, да? И воздух вкусный. Жалко, его на камеру нельзя передать, правда ведь? Видно, какая-то здесь дорожка. По ней вроде не так сильно проваливаешься, идешь. Чуть влево, чуть вправо и сразу уйдешь по колено. Будем проводить сейчас эксперимент. Чуть влево буду проходить от дорожки, которая чуть-чуть слегка проглядывается. Итак, все, по колено. Вот так и идем. Интересно ведь. Вот сейчас более-менее дорожка. Как я люблю эти пешие маршруты. Это же хайкинг, понимаете? Хайкинг. О, круто. Я просто люблю сидеть в снегу. Ну, беседку же мы прошли вон там. Да, То есть он где-то там, что ли? да. Назад надо возвращаться на место отдыха. Вон она, да, эта беседка? Да. Короче, немного потерялись. Проблемка. Сейчас немножко надо назад пройти. Ну, это, в принципе, так-то логично, что
водопад должен идти там, где есть какая-то вода, то есть ручей. Ручей, вот он. Логично предположить, что водопад сделан из этого ручья, правильно? Ну, хоть бы да. Вон там вот какой-то спуск вниз. Я думаю, надо будет спуститься, наверное. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. У нас предположение, что мы сейчас находимся на водопаде. То есть вот тут надо спуститься. А ручей, собственно, вот тут вот снизу под мостиком водичка вот течет. А водопад там. Ну, сейчас посмотрим. Тут всего ничего, чтобы спуститься. Водопад. Ребятки, вот он водопад. Мы до него дошли. Как классно. То есть я вокруг него летал, да? Слушай, а что там на видео было такой мощный водопад? Ну я не знаю, что, ну 5 метров написано же водопад. Тут реально 5 метров наберется? Ну, наверное, в принципе. Как это обычно и бывает у водопадов, подо льдом они работают. То есть слышно, да, шум какой? Водопад образовался в результате выхода скальной породы и берет свое начало в чистейших родниках. Вода становится кристально чистой, проходя через горные породы, богатые известняком. Высота водопада около 5 метров. Находится не только в красивом месте, но и обладает интересной историей. Когда-то водопад приводил в движение небольшую электростанцию. Вообще в Новосибирской области много хотят сделать таких мест, таких экологических троп. Даже планируют создать какую-то карту, чтобы эти все места обозначить. Мы дошли до водопада Бучила и вам советуем приезжать. Тропа короткая, не длинная. Даже с учетом того, что она была засыпанная снегом, как бы мы сильно не устали. Пройти легко и просто. Можно с детьми приезжать. Ну все, мы возвращаемся. Поедем сейчас на следующую экотропу. Тропа называется Зверобой. Посмотрим там, конечно, маршрут подлиннее. Интересно, там также все снегом запорошено, как и здесь, или там как-то, может, чистят. Место действительно стоит того, чтобы его посетить. Интересно, природа красивая, вокруг тишина, спокойствие, вкусный воздух. Что может быть лучше, чем провести выходные на природе? Особенно если повезет с погодой, то вообще прекрасно. Хорошо, что нам повезло. Что-то горочку тяжело. Да тут горочка-то, смешно сказать. Просто еще по снегу в горочку запыхалась. Пить охота. Можно мне попить? Ну, можно что, кофе достать, да? Да. Ой, как хорошо. Пока шли по экотропе, так пить захотелось, что решили в местном магазинчике остановиться, взять водички. Отлично, взяли водичку. Тут прям жажда такая. Мы с собой кофе взяли, ну кофе мы это приготовили для того, чтобы с красивым видом поесть. А мы из-за того, что хотим пить, почти весь кофе выпили. Мы приехали в Новососедово. Идти нам сейчас до вершины горы Зверобой где-то 2 километра, ну чуть побольше, там 2 километра сама тропа Зверобой. В общем, пошлите! Начало тропы Зверобой. Тропа Зверобой расположена в Легостаевском заказнике. Просто идти нам недалеко, до смотровой площадки всего 2 километра. Сейчас быстро туда-сюда. Настроение прекрасное.
Зимняя ханжа отпускает. Чувствуется приближение весны, солнышко уже греет. Это радует. По всей длине тропы зверобоя имеются щиты, на которых написана интересная информация о местной фауне. Тоже достаточно интересное место выходного дня. В отличие от эко-тропы, которая ведет до водопада Бушила, здесь все прочищено, хорошо, удобно. Но должна сказать, что тропа до водопада, она только в начале заметена. Дальше там нормально. Лесная птица семейства дятловых. Если повезет, то мы еще сегодня дятла увидим. В зимнем лесу настолько тихо, что ничего не слышно, кроме того, как скрипят ботинки по снегу. Если остановиться, то можно послушать тишину. Ну как, вам не захотелось в лес? Да, работа дятла ужасает. Бедная птица. Почему Ира говорит, что бедная птица? Потому что, мне кажется, у любого дятла есть сотрясение мозга. Так долбить. Жалко птички. Смотри, как дерево на это дерево упало. Или одно держит другое. Это дятел? Это же дятел. Может быть, мы еще и увидим дятла. Я такая, это же дятел. Интересно, сколько этому дереву лет? Как ты думаешь? Больше 50 лет? Ну, я думаю, да. Мощное дерево. Лет, может, 200. Прикольно. Ты видишь, как одна ветка поглощает другую? Нет. А, да. Прикольно. Прошли почти 1,5 километра, никого не встретили. Тишина, спокойствие. Все-таки лес умиротворяет. На душе так спокойно становится. Лишние мысли за пределы. Честно говоря, даже говорить особо неохота в таком спокойном лесу. Мысли в голову не идут. В голове пусто. Потому что мозг наслаждается тем, что творится вокруг. Пришли. Беседка здесь стоит. Все для людей сделано. Костровище. Гора Зверобой представляет собой уникальный уголок природы, где встречаются 18 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, многие из которых встречаются только в предгорьях Салаирского кряжа. Салаирский кряж – это низкогорная возвышенность в горах Южной Сибири на территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Просто отличное место, порадовало. И здесь на смотровой площадке уже людей мы встретили. Правда, их немного, но наглые как танки. То есть ситуация какая? Я стою, снимаю, они нагло подходят и встает на мое же место и начинает фотографироваться. Ну наглость-то, ну блин, очередь свои, дождитесь. С обзорной площадки посмотрели на красивые виды, посмотрели на речку Берть. Ну теперь можно и к машине идти назад.
обгорело. Его подожгли, в него ударила молния. Что еще может быть? Закончилось наше мини-путешествие по тропе Зверобой. Дальше хотим посмотреть на закат. Хотим успеть. А успеем или нет, это большой вопрос. Закат хотим наблюдать на водохранилище Обском. Сейчас мы увидим город эскимосов. Вы что думаете, я пошутил? Нет. Тут такие удивительные вещи видим. Я, честно говоря, не ожидал. Я слышал, что есть такой проект ночевка в иглу. Но мы как бы думали, может быть, найдем мы эту иглу и покажем вам просто. Ну, интересно же. А тут я не знаю. Что, пошли зайдем? Свет включай только. О, интересно. А ну посвети фонариком, здесь ярко станет. Не очень, да? Ну, не очень слабенький фонарик. Прикольно. Да, конечно, необычно. Мы приехали посмотреть на одну иглу, а увидели их сотню, наверное. Я просто уверен, что когда здесь проходило мероприятие по постройкам вот этих всех игл, наверняка еще потом ночью здесь некоторые иглы обживались, то есть жили как в палатке. Город эскимосов. Оп! Здесь реально тепло. Заходи. О, здесь чисто. Заходи. Это был отличный день. Зимний хайкинг нас порадовал. Обязательно будем практиковать. А город эскимосов впечатлил настолько, что на следующих выходных мы поехали строить свою иглу.